Дорогой друг, ты на канале Cosmic Gamer. Мы продолжаем играть в Stationers. Я продолжаю обустраивать свой жилой модуль. Это пятый выпуск. В прошлой серии мы поставили гидравлический сгибатель труб, накопали немного руды и начали заниматься обустройством инфраструктуры для создания атмосферы. В этом выпуске я планирую заняться именно этим. Настроить жилое помещение или даже жилое больше для растений, чтобы установить гидропонные установки и попытаться начинать что-то выращивать, потому что запасов еды у меня не так много. Возвращаемся к игре. В прошлой серии я именно в этом моменте остановился. Поехали. У нас заходит солнышко, 1 градус. Так получилось, что на улице сейчас 1 градус, вот именно в этом моем кубике. Это очень хорошо, то есть мне не нужно будет поднимать температуру прям совсем с нуля. И что я сделал? Я с той стороны клапан поставил или не поставил? Так, наверное, поставил. Надо пойти проверить. Мне необходимо вот эту вентиляцию подключить, для того, чтобы уже разделять наружную вентиляцию, внутреннюю, в смысле наружную, наружное качество воздуха марсианское, атмосферу от внутренней. Внутри у меня пока еще тоже марсианская, но я буду делать пригодную для жизни. Так, что там клацнуло? Ничего. Мне нужно подсоединить сейчас вот эти две вентиляции к какому-то блоку питания. Ну, мне сейчас вот эта сеть временная здесь, да? И вот моя постоянная сеть. Я думаю, я буду соединяться с постоянной сетью. Делаем такой вот заход. Маяк можно пока ставить. Так. И вот сюда, наверное, да? Так вот. Вот. Теперь у меня одна активная вентиляция ведет наружу, одна внутрь. Какая из них куда ведет? Можно подсмотреть там. Слева внутренняя, справа наружная. Я сразу их подпишу. Это у нас будет вентиляция улица или Марс. Давай назовем ее Марс. Вентиляция Марс. Это у нас будет вентиляция шлюз. Есть. Дальше. Это место занимал маяк. Его пока здесь и брошу, пусть лежит. Теперь вся вентиляция будет, если это Марс, она будет наружу откачивать. А шлюз будет тоже наружу откачивать. То есть мы выталкиваем со шлюза то, что есть наружу. То есть вот сейчас вот этот объем воздуха, он пошел внутрь помещения. Низкий уровень воздуха в резервуаре. И да, у меня заканчивается кислород в моем баллоне. Пополним. Теперь, что мы имеем здесь? У нас тут осталось совсем немножко. Все, вакуум. То есть мы вакуумировали полностью это помещение. Теперь можно, ну, можно не накачивать снаружи себе, там не такая разница давления. Теперь мы можем выйти. Вот таким образом. Проверим. Здесь есть вентиляция. Все ли я правильно поставил? И здесь тоже я ее поставил. Ох.
Так, у меня были где-то с собой угли. Ну, их бросить в печку. Печку. Уголь бросается в печку, конечно. Уголь я положил в генератор. Месячный заряд. Он Бак сжигает уголь, отходов дает переполнен. электричество. Ну, и бак отходов можно мой освободить. Но я его освобождать буду не здесь. Теперь этот теплый газ отправлю в помещение. Там как раз СО2 он мне нужен будет, растениям нужен. Хорошо. Теперь мы закрываемся. Откачиваем с этого помещения наружу эту атмосферу нашу, да, текущую. Минус 46 градусов. Смесь газов, это марсианская атмосфера. Ночью холодно. Высокий уровень голода. Откачал до вакуума. Теперь заходим в помещение. Здесь у нас 1 градус. Плюсом мы изолировались от наружной температуры, то есть тем, что я там его вакуумировал и зашел, да. Теперь мы здесь, собственно, выпускаем газ из моего баллона, который переполнен. Температура стала резко выше, потому что в баллоне была теплая газовая смесь. Дальше нам нужно оксиды. Я думаю, что я расплавлю немного оксидов. Вот они бодро и весело плавятся теперь у меня в руке. Потому что снаружи плюсовая температура. Повышается давление, и, как можно заметить, в оксидах большое содержание кислорода. Но температура была там 8 градусов, теперь она 1,5 градуса, потому что объем увеличился, оксиды холодные были. Мне нужно буквально, наверное, до 60 килопаскалей набрать объем воздуха. Я вот эти оксиды поплавлю. Да, я уже недоволен, хочу пить, скинуть с себя этот скафандр, поесть, в общем, все сразу. Так, качество воздуха значительно повысилось, но температура оставляет желать лучшего. 28 килопаскалей, я еще хочу расплавить. Помещение достаточно немаленькое. Здесь, ну, скажем так, много нужно газов. Я надеюсь, они у меня все загерметизированы. Вроде бы да. Еще чем больше и плотнее атмосфера, я имею в виду, чем больше давление и плотнее атмосфера, тем легче ее нагреть и остудить. У меня объем пишет в комнате 8000 литров. Это все считается одной целой комнатой. Комната номер 5. Есть такое дело. Теперь можно заняться повышением температуры. Это наш кондиционер, я так понимаю. Ставим его вот по центру.
Посмотрим, что там у него внутри. Переносной кондиционер. Внутри вакуум. Что это за баллон? Минус 220 градусов. Офигеть. Низкий Ладно. уровень здоровья. Я начинаю терять здоровье. Пойду покушаю. И откачаем сразу внутреннюю сферу. Спокойно. Не умираем в данный момент. Скажи, что ты все откачал. Кислород можно оставить. Так, это у нас сейчас вакуумировано. Это наша бочка. Я именно с бочки набираю, потому что в ней температура пригодна для дыхания. У нас здесь 18 градусов. Да, смесь пригодна для дыхания. Конечно, можно теперь открыть шлем и наконец-то покушать. Пьем. Кушаем. Его здоровье пошло. Растет здоровье, да? 65%. Таблеткой пока не буду принимать. Пока достаточно. Так. Пока он дышит, можно выключить свет. Снять скафандр. Посидеть в темноте. Пока мы сидим в темноте, можно посмотреть на вот это вот животное, которое здесь. Посмотри, сидит рядом. Это животное постоянно помогает играть. Оно просто вот здесь внизу за кадром ходит. Ее зовут Ласка. Кстати, момент, когда нужно подписаться и поставить лайк. Всё, наверное, комфорт, дискомфорт прошел. Надеюсь. Да? Да, можно одеваться. Еще, наверное, немножко нет, но я буду. Низкий заряд. Низкий заряд, говорит, да? Ну, вот так. Теперь я снова верну этот кислород обратно в баллон, потому что, ну, мне это еще понадобится, мало ли что случится. Забираем.
Забрал. Пока отключать. То есть у нас здесь вакуум. Возвращаемся обратно в наше помещение. Что мы здесь имеем? Мы здесь имеем чуть больше 1 градуса температуры по Цельсию. Дыхательная смесь пригодна к дыханию. Но не совсем пригодна для растений, потому что растениям нужен углекислый газ. Сколько у нас здесь углекислого газа? 6%. Давай посмотрим в справочнике нашего. Смотрим, сколько нужно для выращивания, например, пшеницы. Так, потребляемые газы. Ей нужен как раз углекислый газ 8 молей в час. 8 молей. У меня сколько есть? 10 молей. То есть растение проживет ровно 1 час. Наверное. Значит, мне нужно больше. Хотя бы там, не знаю, на сутки 24 часа. 160 молей хотя бы, чтобы было. На 20 часов. Далее. Ну, вопрос вот в час. Сколько это будет в час? Токсичные газы. Минимальная температура 0. Минимальная идеальная 20. Давление минимальное 25. Максимальное давление 200. То есть вот по давлению мы уже попадаем в норму. Идеальная температура между 20 и 30 градусами должна быть. Хорошо, то есть наша цель условно 25 градусов, средняя температура и где-то 100 килопаскалей давления максимум. Ну, я так думаю. Мне будет комфортно и пшеничке. Минимальное идеальное давление 50. То есть, да, я думаю, 100 это будет хорошее давление. Дальше вот интересно, продолжительность дня у нас 10 минут, а ночи 5 минут. Повреждение токсинами. Видимость к токсинам есть, но повреждается за 5 минут. Критический уровень обезвоживания. Снова пить хочешь, да? Хорошо, по температуре. От 20 до 30 градусов нам нужна температура. И нам нужно углекислый газ. Довольно много молей. Молей 200 нужно. Ну, я так думаю. Вместо 43 моля всего только кислорода. То есть остальное мне пополнить нужно будет углекислым газом. Хорошо, нагреемся сейчас немножко. Опять пить хочешь, да? Что если я открою шлем? Я замерзну, пока буду пить. Но уже как бы не агрессивная атмосфера, да, уже есть кислород в атмосфере. Уже можно. Стой. Подопиваем вот эту водичку. Так. Так, сделаем. Запас. То есть я уже спокойно могу открывать шлем и дышать. Кушать и дышать, и в принципе нормально, но холодно. 2 градуса это довольно холодно. То есть скафандр снимать еще не стоит. Теперь мне нужно накачать, как бы это ни звучало странно, а именно марсианской атмосферы сюда. Мне нужен углекислый газ. Мне для этого нужно мою еще. Я вот сюда сейчас подключусь. Заодно клапан подсоединим.
Один кабель остался. Просто один. Давай, отдай мне сейчас материалы. Так. Помнить бы, да? Куда он идет? Идет наверх. Это значит мой нижний. Да? Да. У нас есть моток кабеля. Делай. Он делает моток кабеля, я... делаю вот так. Так. И здесь еще один клапан, но в другую сторону. Сюда ставлю клапан. Сверну эту штуку. Делал я второй регулятор. Да, вот. Тут регулятор давления поставлю. Так. Этот я тоже переставлю. Но делать пока атмосфера до. Тоже пока атмосфера до. То есть чтобы они мне не накачали слишком много. Его надо подвинуть, мешает. Толкается. Вот. Ну, я надеюсь, я, конечно, делаю все правильно, догадываюсь, все вроде бы логично. Должно быть логично. По мне хватит кабеля. Да? Сюда ее. Запитаем. Таким образом. Я шлем закрою, потому что сейчас пойдет газ. Я его строю. Это будет регулятор давления до себя. Это будет у нас Марс. CO2, скажем так. Но там не только CO2. Скажем так, будем втягивать до максимум до 99 пусть будет. То есть пока у нас вот тут в помещении не станет атмосфера 99 паскалей давления, будет нагнетать нам сианскую атмосферу. Сколько там? Там, конечно, минус 46, вот это плохо. Я не вижу, чтобы он работал. Нет, он не нагнетает. Значит, я думаю, нужно сделать... Подвинуть, скорее всего, нужно вот эти штуки в сторону.
Посмотрим, будет ли это работать. Сейчас в помещении 48 паскалей, 48,8. Да, я неправильно поставил. Он будет выпускать оттуда снаружи, пока там не будет 99 килопаскаль. Там их никогда не будет. Внутрь. А внутри не станет 99 килопаскалей. Это будет у нас СО2. Марс. Теперь в трубе. Что у нас в трубе? 8,8. Как будто бы не работает. Здесь 49. Мне 48,8. Но разница какая-то есть. Понять бы, он точно работает или нет. Или все-таки те клапана, это не те клапана, что нужно. Интересно. Либо я что-то делаю не так, либо я что-то делаю не так. Давай здесь настроим. Один. Держим давление. Это будет у нас, это, собственно, регулятор давления комнаты, да? И жилой модуль. Он не должен сейчас ничего выпускать. Как бы и не выпускает. Вот этот должен впускать. Но он этого не делает. Хорошо. Давай сделаем еще одну вентиляцию. Вентиляцию. А там, скорее всего, снаружи давление такое мизерное, что оно вообще ничего не дает, поэтому и вообще не заходит. Но мне кажется так, потому что там давление на улице меньше, чем здесь. Будет ли эта штука работать как насос? Ой, навряд ли. Ну, напишите в комментариях, если я ошибаюсь или не прав. Или, может быть, как это правильно сделать, кто-то знает. Буду очень рад. Так, сделаем активную вентиляцию. Вместо клапана, я думаю, ставлю и посмотрю сейчас заодно, будет тянуть снаружи, как будет ли вот та штука, которая выглядит как набалдашник на трубу, работать как пассивная вентиляция. И тогда, я думаю, я все пойму. А может и не все. Смотрим. Так, это снять. Это поставить.
Втягивает ли ночной воздух, который минус 46? Втягивать. 10,9 моля углекислого газа. Там в трубе вакуум практически. Здесь я сомневаюсь, что это все правильно. Очень сомневаюсь. Будем наружу. Так, левая. Нет, ну подожди, ну там же работает атмосфера. Тут же она выкачивает, или он мне просто в трубу нагоняет и все. Труба. Да нет, там переменное давление и атмосфера, в общем-то, выглядит как всё верно. Всё правильно, это вентиляция вот эта вот на трубе. С той стороны у меня тоже вентиляция. Там у нас труба уже -8. Скоро рассвет будет. 52 килопаскаля. Тут углекислого уже 11 молей. Возможно, мало-помалу, очень медленно она втягивает. Может, я где-то затупил. Так, ладно, это все отлично. Начинаем, наверное, нагреваться. Греться мы будем этими грелками, которые у нас есть. Легкий заряд. Подарок, я бы сказал, да, они нам прилетели вместе с модулем поддержки. Их сейчас так вот и зажжем. Как ярко. Ай-яй-яй. Там ярко, прям по глазам. Белые такие яркие. Смотрим, они перегорят. Да, бодренько нагревают помещение. Я думаю, 3, наверное, достаточно будет. Они так быстро нагревают. Думаю, еще вот тут зажжу один. И убегу. Тут второй. Всего 5 штук. Вот такие игрушки. Она будет гореть? Да, в ящике горит, прикольно. Просто горит в ящике. Так, а это у меня что? Это у меня датчик. Газовый датчик.
можно поставить. Звать датчик. Нужно, еще нужно двери сделать автоматически, да, так чтобы не дергать их руками. Вентиляция, газовый датчик, дверь. Ну, можно вот эту внутреннюю дверку разобрать. Чем ее разобрать? Болгаркой. Так. И дрелью. Вот. То перегорели эти все лампы. Там еще две горят. Ставим дверь. Вот такую шлюзовую. Теперь ее нужно собрать. Собирать ее, скорее всего, нужно пластиком и горелкой. Хотя я не помню точно. Давай посмотрим. Да? Вот, теперь туда надо стеклолист вставить при помощи лома. И дверь готова. И открытие при помощи лома. У нас уже внутренняя дверь электрическая есть. Теперь надо к ней подвести провода. Да. Сразу напротив такая же дверь будет стоять. Можно сразу вот так делать. И вот она уже у нас по кнопочке открывается и закрывается. Что очень даже интересно. Пол можно положить на место. Количество наше. Что мы имеем по температуре? Ну, во-первых, у нас появилось чуть больше углекислого газа. Прям совсем мало, конечно. Не так бодро, как хотелось бы, но его получилось больше. Уже 11,9 молей. Надо 10 молей, чтобы было, вернее, было 10 молей. Там 8 молей потребления в час. Надо еще набирать. Так, ну я могу здесь, наверное, что у нас там по вредным веществам? 6%. 0,56. 0,056% вредных. Тогда я могу участвовать в том, чтобы набирать больше углекислого газа в помещении. Могу вот даже шлем открыть и сам дышать. 52,2 килопаскаля. Эта батарейку, конечно, сжигает. Так, это все хорошо. Теперь мы еще вот эту марсианскую тянем себе, чтобы уже дверь работала. Вентиляции. Температура 19 градусов. Можно, наверное, еще сжечь пару ламп. Лишним не будет. Я их где-нибудь заброшу. Ну, вот тут. Тут одно. Пусть 3 будет.
Очень яркие, осветительные. Вы хоть прячься от них. Так. Ну и, наверное, все. Я не буду нагреваться сейчас прям кондиционером. Тут вот постоит. Пятьдесят 2 килопаскаля, 21 градус. Есть углекислый газ набирается. Что дальше? Дальше можно попить опять снова. Тая. Тая. У нас там с водой. 15 градусов вода. С едой закончился один. Ну, в принципе, уже 13 молей есть. Надо ставить гидропонику потихоньку. Где-то у меня были трубы под гидропонику. Жидкостные. Ну, в принципе, вот она вся гидропоника. Эту штуку возьмем. А. Он. Я думаю, что я гидропонику вот вдоль этой стеночки поставлю, она никому не будет мешать. Это вот здесь. Когда, правда, ходить буду. Пусть вот тут начинается. Так, раз. 3 лоточка. У меня их 5, да? Так, 5. Бак имеется для воды. Что будет? Лампа. Лампа. Будет подвесить на что-то. Да. Раз над гидропоникой. Здесь достанет. 3. Точно достанет. А вот эти, ну, должно достать. Батарейка села, судя по всему. А? Я тогда перестану накачивать. Потому что мне одна батарейка остается.
У меня есть такое подозрение, что я сейчас это все настрою, а батареек мне не хватит. Просто физически их не хватит. И у меня дверь всегда под напряжением, получается, она тоже ест электричество. Температура воды, она же тоже нужна определенная. Не просто так. Так. м, Ясно. У нас будет база Марс. База первая. Жилой модуль. База 1. Красиво. Это будет у нас базовый датчик. Плюс первого возвращаем в помещение. Можно последний раз вручную, хотя это не точно. Низкое давление. Низкий уровень кислорода. О, Критический уровень кислорода. точно. Критический уровень давления. Всё. Эту дверку надо разобрать. Так, так, и вот так. Оп. Теперь нужен пластик и заварить, а пластик остался в комнате. Кто? Нехороший человек. Я нехороший человек. Почему? Что надо было в комнате. Все, что могу сюда поставить, эту консоль. Прям сюда, на дверь. Давай поставим. Она же одного вида, как есть такая. А нет, ну необычная вот эта консоль нужна. Мне нужен сюда картридж нормальный. Это что такое? Отвертка. Серьезно? То есть туда уже не дискета вставлять, отвертка. Это конфигуре.
Это operate. Что? Смотрим. Тут сплошные новости. Ладно. Соединяемся к электросети. Таким образом, что тоже компактно. Батарея села. Здесь я дверь. Ага. Мне сейчас надо быстро забежать, быстро выбежать, так получается. Потерять немножко атмосферы. Да. Надо было брать с собой материалы, а потом терять атмосферу, ходить. Сюда. Да. Стекло взял, это взял. Да. Надо сделать управление шлюзом. Вот оно, расширенное управление шлюзом. Опять раз. Два. Всё. Это сюда. Пластик мы сейчас заварим. Обидно, конечно, потерял немного газа. Ну, я надеюсь, это был такой, ну так, ошибка. Не слишком страшная. Угу. Теперь, наверное, надо отверточкой покрутить, да? Без дискеты, получается, настраиваем. Хорошо. Что мы здесь делаем? External, internal. External — это внешняя среда, я так понимаю. Но внешнюю поставим 0. Я не хочу заниматься накачкой шлюза. А внутреннюю поставим где-то 20. Тоже не хочу все накачивать. Я думаю, разницу в 20 мне хватит. Теперь газовый датчик. Поставил. Дверку надо. Вентиляция шлюз. Активная вентиляция. Внешняя вентиляция Марс. Интерьерная вентиляция. Я не подписал. Так, это Марс. Это база. Это у нас... ну шлюз, да, она же называется шлюз. Чё я её... Я знаю почему. Потому что у меня сеть не отсечена. Это вся общая сеть, и все те приборы, которые внутри, они сюда тоже попадают. Тогда мне нужно найти мою активную вентиляцию. Вот, двери. Вот, вентиляция шлюз внутренняя. Вентиляции поставил. Это видит дверь как экстерьер не подходит.
Надо дверку внутреннюю эту назвать. Назовем его Марс. Колония. Колония. Модуль 1. Марс колония мод 1 подходит. Теперь вот эта внешняя дверь будет. А база 1 будет внутренняя дверь. И вот он нам ее открыл. Что-то это было как-то неожиданно, но он это сделал. Хорошо, теперь отверточкой ковыряемся, я так понимаю. Здесь вроде все настроено, да? Вроде бы все. Можно водомат поставить. Регулятор давления. А, это он просто все видит. Это все просто видит. Ну, лампу, я думаю, сюда еще можно прицепить. Да ладно. Ага, то есть вот так мы отверткой переключаем мод, но не нужно уже вставлять дискету. Раньше можно было. Теперь да, материал вот этот я сбросить. Дискету тоже сбросить. Ну что, атмосферу мы сделали. Возможно, можно было ее, конечно, быстрее сделать в какой-то момент. Ну, я вот прилетел на Марс, да, и разбираюсь по ходу дела на месте. Соответственно, я могу что-то знать, чего-то не знать, но делать нечего. Жить хочется, поэтому делаешь все, что нужно. Что там по воде, меня интересует. Пшеница, вода. Есть ли здесь такое время повреждения? А, он даже повреждается темнотой. То есть нет света и все, и привет. Какая прихотливая культура. Я, наверное, сниму шлем. Подержу это все в руках. Сохранюсь. Что ж, друзья, время эфира подходит к концу. В этой серии мы построили наконец-то шлюз, сделали изолированную вентиляцию в помещении и поставили начало гидропоники. В следующем выпуске я планирую продолжить заниматься гидропоникой, разбираться с растением и сделать программируемую лампу, которая будет включаться и выключаться в соответствии с необходимостью для растения. Там 10 минут для пшеницы день и сколько там 5 ночь. Вот, то есть мне нужно будет это все настроить. Я буду это делать на чипах. А у нашего инженера есть небольшие базовые знания о чипах, поэтому я думаю, он справится. Всем спасибо за просмотр. До следующей встречи. Подписывайтесь на канал, чтобы ничего не пропустить. Пока.